Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, а также хороших, вкусных, экологически чистых запасов сельхозпродукции на зиму и вкусного, полезного напитка, домашнего вина без сахара и без воды. Вот как мы его делали, мы сегодня в нашем видео расскажем. И будут в самом видео вкрапления различных процессов, которые мы использовали в процессе приготовления домашнего вина. Напомню, у нас уже есть видео, я сделаю сноску на это видео. И мы там рассказывали, показывали, как мы готовили основу для домашнего вина из столовых сортов винограда и ароматных яблок, которых было очень много. Вот частички яблок шли на джем, а все остальное было использовано для приготовления необыкновенно ароматного вина. По истечении 3 дней мы вот это перемешивали каждый день. Закрыта была бочечка, пищевая бочечка, вот эту всю массу. И вот по истечении 3 дней отделяли мезгу, то есть остатки. Вот от зерен, там шкурочка, семена, которые остались от солнечных ягод, и кусочки яблок. И вот мы отделяли эту мезгу от сока, называют сусло его, с помощью старинной деревянно-чугунной тяски, которая досталась нам в наследство от родителей Александра Федоровича. Тезка служила родителям, и вот нам уже служит более 50 лет. И еще будет долго служить из-за высокого качества материалов, из которого она сделана. И сделана она, конечно, мастерски. Вот посмотрите, как с помощью тяски, а по-современному это называется пресс для отжимания сока, мы получали виноградное сусло для домашнего сухого вина без сахара и без воды. Саму тяску перед работой мы хорошо помыли. Ну и Александр Федорович умело собирает ее части в одно целое. Сначала из бочки, где находились измельченные ягоды и кусочки яблок, собираем верхнюю шапку. Мы не перемешивали, а вот эта верхняя шапка, которая собралась, мы ее отправляем в тяску. Аккуратненько. Ну и для этого что мы используем? А очень пригодились старые наши друшлаки. Когда шапка, вот эта мезга собрана, начинаем процеживать остатки вот этого сока, сусла для будущего вина. Сок должен быть без косточек и частичек ягод, ну, естественно, без кусочков яблок. Косточки дают, если их оставлять, дают горечь вину, а нам это не нравится. Поэтому максимально очищаем сусло сок. Процесс этот творческий и, надо сказать, очень интересный. Тем более стоит такой аромат столовых сортов винограда и яблок. Просто невероятный такой аромат во дворе, когда мы вот этим процессом занимаемся. И этот процесс, конечно же, приятный. И он навевает всегда нам осенние урожайные мысли. Ведь осень – это венец трудов огородников, садоводов, виноградарей. Это время вот этих ароматов зрелых плодов и солнечных гроздьев, время сбора урожая и его переработки, чтобы до Нового года, до нового урожая, вернее, иметь запасы различных вкусных продуктов и домашнего вина, напитка полезного и вкусного. Естественно, если его принимаешь в небольших количествах. И тем более мы вино активно используем при приготовлении блюд из рыбы. И очень вкусно получается.
Виноград и яблоки в этом 2022 году просто медовые. Очень много сахара. Мед, настоящий мед. Поэтому виноградное сусло заливаем в бутыли для созревания без добавления сахара и воды. Сахара предостаточно, да и воды не надо. Для столовых сортов винограда нет надобности добавлять воду. Солнечные ягоды такие сочные в этом году были. И было у нас несколько кустов белого винограда с такими нежными мускатными ароматами, а также был куст синего, тоже очень ароматного винограда Навака. Все вместе получился невероятно красивый, я бы сказала, волшебный букет ароматов. После залива в бутыли, естественно, вот это сусло, будущее вино, играет у нас 3 недели. В первые дни очень сильно играет, и мы сделали водяной затвор для того, чтобы уходили вот газы при процессе приготовления самого вина. И потом уже через несколько дней вот эти процессы утихли, и уже не было надобности в водяном затворе, просто закрыли перчатками вот эти бутыли, верхняя часть, то есть горлышки бутылей. Прошло 3 недели с того момента, когда мы залили новое молодое вино в бутыли. И вот через 3 недели мы снимаем его с дрожжей. Если долго оставлять, вот получается не такое вкусное. Нужно обязательно через 3 недели снять с дрожжей. Делаем это аккуратненько и переливаем это вино, молодое вино, в бутыль уже доверха. А до этого у нас были неполные бутыли, где-то процентов 20 давали для того, чтобы вот это бурление, игра вина продолжалась. Так вот, переливаем в бутыль, уже стеклянный, доверха, и закрываем пластиковой крышкой. Да, под крышку устанавливаем парочку пакетиков, чтобы не было доступа воздуха. Сейчас уже остаются небольшие излишки газов при созревании винограда. Они еще образовываются в этом процессе приготовления домашнего вина. И вот они свободно из-под крышки с помощью вот этих пакетиков уходят. И сюда не поступает кислород. Вот так вино продолжает созревать еще 3 недели. У нас сейчас как раз момент этих вторых 3 недель, когда мы сняли с дрожжей уже. Ну а в начале октября мы снова снимем вино из дрожжей. Там останется уже меньше этих дрожжей. И только после этого молодое вино можно переливать в бутылки и готовить из него домашнее шампанское. Посмотрите, как мы переливали вот этот сок после 3 недель, и что у нас в конечном итоге осталось. Ну а как мы делаем шампанское, мы об этом расскажем в видео, когда будем снимать вино из дрожжей второй раз. Но это уже скоро будет, время летит очень быстро. И пока же наше вино находится в стеклянных бутылях, мы его уже опустили в погреб, там прохладнее всего, а там вино вот созревает, готовится стать вкусным, полезным домашним напитком здоровья. И сразу же снова говорю, что все должно быть в меру. Ну и отвечу еще на один вопрос из прошлых видео о мезге, вот этих частичках ягод винограда, семенах винограда и ягод, там, кстати, яблоки были, кусочки яблок, семена яблок. Что вот из этого, что осталось после того, когда мы уже полностью отделили сок, это у нас целый процесс был, несколько часов, мы это все наблюдали, собирали вот этот сок, и почти сухие остатки у нас были. Мы их высушили, разобрали, поделили и высушили, а зимой будем использовать для кормления птиц во время снегопадов, как
эти кусочки помогают птицам выжить в это время. Вот эти частички ягод, семена винограда и вот фруктовые кусочки яблок, они спасают жизни наших пернатых помощников. Высушенные кусочки, естественно, собираем в мешок и прячем от мышь подальше. Специальное у нас есть такое укрытие, и там вот хранятся эти кусочки. В конечном итоге у нас ничего абсолютно не пропадает. Дрожжи идут на то, чтобы удобрить землю и помочь оздоровиться земле. Винный напиток, конечно же, служит для нас, а вот эти кусочки, которые остаются, мы будем кормить наших пернатых помощников зимой. Снегопады, и это редко бывает, но когда падает снег, естественно, птицам нет доступа к различным продуктам питания, которые обычно они собирают, и вот тогда вот эти кусочки выручают наших птиц. Раиса Горяченко и Александр Волик готовили вино. Вино домашнее, без сахара и без воды. Натуральный сок, очень вкусный. Мы приготовили пока что первичный, готовим первичный продукт, а затем из него будем делать, уже разливать настоящее домашнее вино для хранения. Кстати, потом тоже можно еще будет собирать из дрожжей, снимать сок из дрожжей. Это у нас будут большие бутыли, а вот верхняя часть, вот там, где уже чистенькое, прозрачное, вот оно, это вино пойдет уже в бутылки, а там вот снова будет немножечко дрожжей. Мы их тоже будем отделять, и будут они у нас собираться на весну. Часть, конечно, используем в теплице уже даже сейчас осенью при подготовке почвы, которая станет хорошим основанием, фундаментом для урожая следующего года. Так что, как видите, 100% все продукты из винограда и яблок идут на пользу нашего здоровья, для приятного питания и также для земли и для наших помощников птиц. Прощаемся с вами. До нового видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.